Сколько ты получалось? Около 100 тысяч? Да. Да. Можно я Все, прочитаю? пошли. Нет. Привет, мир! Так, а ты почему на улице? Давай домой. Домой, давай домой. Садись рядышком. Ай, ты меня набрызгал снега. Бабушка рядышком с дедушкой. Что-то я говорил, что потеплело, а видать к вечеру, скорее всего, еще подморозит маленько. Мне кажется... У нас нет градусника, мы не можем сказать, сколько градусов сейчас. Да я не думаю, что здесь не в градусе, а то, что вот ветерок такой, такая как-то зябка. Вот Ладно. Так тепло. Ой, носу больно. Прости. Ты Ладно, мне нос чуть не сломал. мы начинаем. Подожди, да, всем привет, я еще не поздоровался. Ну, Тёма там... я поздоровался, поэтому я еще раз поздороваюсь. Привет всем, кто нас смотрит. Да, и хотим еще раз напомнить, Тёма там говорил, что мы снимаем видео про то, во сколько нам обошлась вода в доме. Но я конкретно не говорил, о чем видео, поэтому я ну просто тогда сказал, что мы готовимся. Видео будет не о животных. Джесси Фо! Вот она всегда скулит, когда мы снимаем. Непонятно почему, но она скулит. Вот. Она камеру чувствует. Да, камеру чувствует, типа помогите, спасите. Наверное, многих интересовала эта тема, но в комментариях я не видел таких вот прям вот ожесточенных боев, там в комментариях вопросы по поводу скважины. В начале, когда мы делали, были вопросы. В общем, по поводу цены, в какую цену нам обошлась эта скважина в общем. То есть не только скважина, не только бурение, но подводка вот это вот всего, подвод там унитаз, постановка унитаза, бойлера, проводка труб, септик. Сам насос. Наверное, кессонный септик. Я все время путаю, септик. Да, септик. Вот, то есть кольца вот эти вот все. Не беру в расчет то, что мы копали. Это мы сэкономили, естественно. Вот, но опять же, общая стоимость. Здесь у нас записано, мы подготовились. Здесь вот такой листочек у нас есть. Вот, во сколько нам обошлась вода в доме? Сколько ты получалось? Около 100 тысяч? Да. Да. Можно я Все, прочитаю? пошли. Нет. Я хочу этот прочитать. Я писала, Тёма мне диктовал, я писала, поэтому мой почерк мне понятен будет больше, чем... Сама скважина нам обошлась 63 тысячи. Нам там писали, что можно намного дешевле и так далее. Возможно, можно. Кто-то там говорит, что вообще за $100 нам они скважину. Но это не в России, по-моему, там писали, с Украины, что ли. Люди там даже отвечали, ну это в Украине, там другие цены, в общем. Но это про Россию мы говорим сейчас. Да, для примера, у нас соседи через несколько домов сделали скважину, она им обошлась в 130 тысяч. Так как наша скважина нам обошлась в 63 тысячи, еще при том у нас 28 метров, а у них 25 метров. Вот, а насос сам 5000, то есть там 4 с чем-то было написано, но мы округлили в сторону... Здесь приблизительно, да, плюс мы 200-300 рублей, потому что точные цены не помним, и ценники, эти чеки мы не искали. И в любом случае, да, и в любом случае там цены на насосы, на вот это вот комплектующее оборудование везде разные, поэтому цена будет приблизительная в большую сторону, скажем так, мы всегда увеличивали. Да, в итоге просто может плюс-минус там 2-3 тысячи, но... Ничего страшного, потому что некоторые здесь, кто делал скважину, я вот отступлю маленько, кто-то говорит, что у нас скважина дешевле, здесь вообще в 2 раза дороже поставили скважину. То есть я не знаю, от чего это зависит, то, что, может быть, они там бурили с золотом, с напылением каким-то, ну, реально в 2 раза. То есть мы нашли... Мы 68, а они 130. Мы нашли компанию, которая за 2000 метр, получается, у них бурение. Вот, сделала, приехала спокойно, сказала, когда конкретно, без предоплаты какой-то. Да. Приехали, сказали, вот так-то, так-то, и все, и сделали. Так, я сейчас просто быстренько прочитаю. Скважина 63 тысячи, насос 5 тысяч, гидробак 3 тысячи, бойлер 6,5. Вообще-то 5 тысяч написано. Да, а это что, 6 зачеркнуто, 65 тысяч. Да шучу я. Бойлер 5 тысяч, да. Трубы мы написали на 2000, но там, опять-таки, мы цену укруглили в большую сторону, потому что понятно, да, что трубы там в разном регионе стоят по-разному. Ты не кричи, наверное, микрофон хорошо слышно. Да? Унитаз 3000, трубы ПНД 4000 и кольца 10 тысяч. У нас, кольца, и здесь, наверное, Валя уже учла
крышку. Да. Мы одну крышку заказывали, как вы знаете, по тем видео, которые мы снимали про септик кессон. Кто не знает, можете посмотреть. Мы ссылочки дадим под этим видео, как мы там зарывали кольца, как мы копали там в ускоренном видео. Все бы так происходило, как колка дров или там, хотя колку дров мы еще не выкладывали. Ага, так вот, общая сумма получилась 100 тысяч. Опять-таки я округлила, опять в большую сторону. Так что вот получается мы учли не только воду в доме, но тот же слив, да, вот эти вот трубы, раковины там и так далее. Вот это нам обошлось в 100 тысяч. На самом деле это не так дорого. Ну, просто люди нам, я сейчас объясню быстренько, люди нам просто писали, что особенно на наши видео, в кавычках, шикарный дом, видео у нас есть, все писали, что вам легче снести, построить новый. Ну, во-первых, так говорят люди, которые вообще никогда в своей жизни, наверное, не строились, потому что получить только одно разрешение на строительство, это, я не знаю, наверное, целый год надо бежать там по всяким инстанциям, собирать эти бумажки. Это первое. Второе. Сколько сейчас стоят срубы, вот эти вот стройматериалы и так далее, ну, понятное дело, что это дорого. Поэтому, если кто-нибудь сейчас в округе покажет мне дом, который стоит 370, ну, пускай 400 тысяч, и в том доме будет такая же площадь, и будет уже готовый септик, скважина, я тому человеку лично руку пожму. Таких домов здесь у нас нету. Говорят, что мы дорого дом купили и так далее. Поверьте, недорого. Мы это уже продумали и 10 раз все посчитали. Здесь, возможно, бревенчатый дом, да, с подведенной скважиной в дом, наверное. Бревенчатый дом одноэтажный будет около 700-800 тысяч. Это без внутренней отделки, без ничего, как бы вот. То есть не заезжай, живи, а то есть тебе еще там косметический ремонт. Но это уже другие цифры, это как бы сам решает, каждый решает, что для него нужно. Вот, просто говоря об этой сумме, ну, у кого есть, соответственно, средства, тот, в принципе, сам может и не делать. Мы сэкономили еще деньги на том, что мы сами это все делали. Как минимум в 2 раза, да, наверное. Естественно, кто-то скажет, что это все как бы лучше специалистам отдать. Но мне кажется, что нам все-таки надо было попробовать это все сделать самим. Вот, чтобы это понять и потом какие-то ошибки учесть и в дальнейшем их не совершать. Вот, конечно же, тяжело нам было, но мы это сделали. Большую часть. Никто не говорит, что легко и будет, продолжаем делать. Вот. Потому что скважина или колодец, вот тема, которую мы сейчас затрагиваем, и стоимость, это в любом случае актуальна. Вот даже у нас соседка, сразу посмотрев на то, что нам пробурили скважину, а у нее колодец там, по-моему, он разрушается, что ли, или у нее зарыт колодец, потому что там кто-то упал туда, то ли барашка нагорел, то ли что, в общем, загубили колодец, его закопали. Да, и она тоже хочет скважину. Когда узнала наши цены, она говорит, это вообще очень дешево. И... Да, потому что она знала цены, вот где у соседей? нас ну не у соседей, они там через 10 домов, наверное. Где через 10 домов? Вон дом стоит. Через 3 домов? дома. 3 дома? Да, ну, через ладно, 3 дома. 3-4 дома максимум. И в 2 раза цены, поэтому она даже не заморачивалась, а тут посмотрела, что мы построили. Ну, поставили, пробурили нам скважину и спросила цену, она удивилась и сказала, что дайте мне контакты, и я потом летом обязательно созвонюсь, мне интересна эта тема. Поэтому, я думаю, много людей мимо этой темы не пройдут равнодушными, потому что актуальная тема, еще раз повторюсь, строительство, то, что касается частного дома, удобства в доме и... как бы цены тоже по России, ну кто в России живет, естественно, не будем брать те комментарии, которые сейчас с Украины польются, с Беларуси, мы прекрасно понимаем, что у вас там может быть что-то дешевле, что-то дороже, что-то удобно, что-то неудобно. Вот, поэтому у каждого свое. И опять-таки, да, ищите буровые компании, которые вам подойдут, потому что цены, вот как Тёма сказал, они в 2-3 раза различаются. Позвоните в несколько, там, надо в 10 компаний позвонить, пока вы найдете свою, значит, позвоните в 10 компаний. Мы тоже не с первого раза нашли эту компанию, но она сделала, нам приехали 3 человек, 3 парней, и они вообще замечательно все сделали, нам все нравится. Кессон, почему у нас нету здесь затрат на кессон, потому что у нас опять-таки есть видео про то, как мы кессон делали. То есть он у нас сделан из старого кирпича, и, кстати, много вопросов там было, как он себя ведет зимой, не... лопнули кирпичи, да? Ну, не повело Пока все хорошо. От вспучивания грунта, не выдавливает кирпичи.
Все нормально, потому что нам повезло, зима хорошая, зима теплая относительно, сейчас вот только морозы появились, но мы надеемся, что это ненадолго и будут плюсы со временем, да? Но все равно минусы же были, смотри, минус 25-28 ну, вот было. Буквально 2 дня назад. Да, если вдруг что будет не так, мы, естественно, будем рассказывать, потому что многие там, ну как многие, человек 5 так точно говорят, вот мне, допустим, интересен этот вопрос, потому что мы тоже собираемся в деревню, и ваш опыт нам интересен. А в некоторые моменты мы, говорят, так бы не сделали, как вы делаете, сделали по-своему. Но вот эти-то вопросы нам интересны. Поэтому, если какие-то ошибки у нас и какие-то нюансы будут с той стороны, на ту тему, что не так мы с септиком что-то не так сделали, или с кессоном проблему, мы обязательно об этом расскажем, чтобы такие ошибки не делали вы. Ну, правильно, правильно. Потому что кто-то реально может, к примеру, сантехнику подвести, кто-то электрику сделать, но все сам, это тяжело сделать. То есть, естественно, специалиста нанять, это деньги нужны. Вот, и, то есть это тоже надо посчитать. Мы здесь не учитываем никаких специалистов, это мы сами все делали. И здесь только непосредственно то, что мы купили и сами установили. Ну, сами понимаете, в начале то, что мы говорили. Да, и так получается, пока вот на данном этапе мы дом купили за 270 тысяч, плюс 100 тысяч мы туда вложили, проведя удобства в том плане, что вот септик у нас и воду на 100 тысяч. Получается, наш дом на данном этапе стоит уже 370. Ну, сейчас, сейчас еще хочу сказать, что там еще вопросы нам задавались, сколько вы уже вложили в этот дом. Вот они тоже посчитаны. Да, здесь... С учетом этого, с учетом стоимости окон, к примеру, 16 тысяч, это двухкамерные окна, 1300 на 1200, два окна, они в среднем 8 тысяч у нас вышли, 16 тысяч в итоге. Доски потолочные, здесь, насколько я помню, 50 на 150 были 6-метровые доски, мы заказывали около 38 штук, запасом туда влезло 34 максимум, то есть 18 тысяч. Скажете, дорого? Ну... Где-то дорого, где-то дешевле. Кирпичи 10 тысяч, это обычные боровичевские кирпичи, по-моему, 25 рублей, да, штука? Наверное, я не помню. Да, около... Да. 20 рублей, раз их 20. 500 штук? 500 штук, значит 20. Наверное. 20 рублей. Достаточно хорошие кирпичи у нас вот как раз на печь ушло. Ну, мы старые использовали, поэтому на такую вот шведку у нас должно было уйти около 600 таких кирпичей. Мы заказали 500. Расходники, ну... Расходники мы имеем в виду... Для шлейф-машин, для болгарки вот эти вот насадки, лепестки, отрезные тоже по металлу, если что-то надо сделать. То есть пилки для лобзика, сверла, шурупы. То есть здесь 3000 примерно, да. Маски вот эти. Да. Ну, все опять-таки вот сумма тоже очень приблизительно, она тоже увеличена. 47. Получается 47 тысяч, получается 300, ну давай пускай будет 50 тысяч, да? 370 плюс 50, то есть 420, да? Да, 420 тысяч. Теперь покажите мне, у нас здесь опять-таки в ближайших деревнях, где дома продаются вот со всем тем, что здесь есть, за 470. Сейчас начнут комментарии писать. Неважно. Нет, но я сейчас еще быстренько скажу. Вот есть деревня, она через одну или через две, неважно. Там дом продается за 670 тысяч. Пускай будет 600 тысяч продается. Но там 3 сотки земли. С этой стороны соседи, с той стороны соседи. В эту сторону речка, то есть туда никуда не увеличить ничего. А с четвертой стороны получается дорога. Все, 3 сотки земли, и тебе никак там не развернуться. Дом старый, очень старый. И 600 тысяч, и там ничего нету, там до колонки далеко. Единственное, вот рядом речка, спуск, но у нас здесь тоже речка есть, так что... Слушай, ну это как бы видение, наверное, Вали, сейчас видение других людей тоже проявится в комментариях. Я что могу сказать, что вариантов много рассматривали. Естественно, у кого-то вариант есть лучше рядом, к примеру, или у кому-то повезло, там что-то там продает быстренько, как с квартирами, к примеру, с мебелью что-то продают по дешевке. Надо вот уехать человеку. Срочно. То же самое с домами может произойти, и вам повезти может, и не повезти. То есть, как бы, все зависит от вас. Вот. И мы не говорим, что, ребят, как бы этого не бывает. Бывает, конечно, бывает. Но вот у нас вот такая вот ситуация получилась. Вот.
то, что искали, наверное. Наверное, то, что мы искали, да, мы Да. хотели, чтобы было много места, много пространства, речка недалеко, вот она есть, Да, лес. и красивые места, скажут, что везде практически есть, но... Ну да, есть такое дело. Ну, Нет, ну, вот про везде. Я вот тоже здесь вот в деревнях, я тоже в нескольких, вот если мимо ехать, и в Торжок, и в Старицу, есть места, да, классные, но в основном это обычные деревни, которые находятся вдоль дороги, которые рядом прям друг с другом. Бывают даже вот и кирпичные вот эти дома на двух. В общем, бабушка надвое сказала, как говорится, по поводу этого. И сейчас вот в комментариях тоже много сейчас будут разниться вот эти да и нет. Так что мы заканчиваем видео, наверное, на этой ноте. И что, все в принципе сказали. Все в ваших силах, и все это сделать не так дорого. Ну, Да. конечно, опять-таки, для человека, который постоянно живет в деревне и работает на какой-то работе, где ему платят, допустим, грубо говоря, там 1010, накопить сумму в 100 тысяч, это достаточно много. А для людей, которые переезжают с города, я думаю, 100 тысяч, ну, это не так много. Да, и будучи в городе, вы можете выбирать очень медленно, очень хорошо, так очень тщательно, выбрать себе участок, там потихонечку заморачиваться с документами, с постройкой дома, фундамент дома. И потом уже со временем, когда там лет через там какое-то определенное количество, через САД некоторые переезжают достаточно быстро. Может не переезжать, просто живут в свое удовольствие. Но То это есть опять в городе вопрос работают, денег. а сюда приезжают, как здесь многие, на лето, ну, на весну, лето, осень, там часть, на 5 месяцев как минимум. Поэтому все в ваших руках. Так что вот на данном этапе у нас вот такие затраты. Дальше, естественно, мы будем и второй сруб там ремонтировать, и строить много что. Опять мы будем это считать, и опять мы будем вам называть сумму и приблизительную стоимость нашего дома. Получается, с учетом того, что мы на него потратили, мы будем говорить. Да, если вам видео это нравится, и вы бы хотели, к примеру, чтобы мы записали видео о затратах на животных, и сколько мы тратим все-таки на животных, вы можете оставлять лайки, писать в комментариях. Мы обязательно откликаемся по мере возможности, постараемся многим ответить. Но если много комментариев по поводу животных возникает, и то, сколько мы тратим, мы обязательно запишем отдельное видео, как вот такое вот, ну, в таком плане. Ага. Ну ладно, Так всем что спасибо пока. за просмотр. Подписывайтесь, если вы еще не подписались, жмите колокольчик, чтобы уведомления получали. И у нас несколько комментариев, достаточно, так скажем, много было о том, что мы вас потеряли. Жмите колокольчики, вам будут приходить уведомления о наших новых видео. А то нет, они, может быть, на колокольчик нажимают, а там типа «Жизнь в деревне». Типа новое сообщение такие. Жизнь в деревне. Что за фигня? Я не был подписан на эту «Жизнь в деревне». Вот, и, наверное, короче, это дезориентирует. Мы никуда не делись, мы просто поменяли название. Почему поменяли название? Сейчас опять быстро скажу, потому что там было написано «Переезд в деревню». Мы уже переехали, мы уже в деревне. Поэтому теперь мы показываем свою жизнь в деревне. Вот и все. Да. Все, всем пока. Всем пока-пока. Пока. Вот А посмотрю, он вообще снимал. Это холодно. Черт, он не снимал. Гонишь. Ты не умеешь брать пошли.